Всем привет! Меня зовут Мария, и сегодня я расскажу вам о том, как идет разработка игры, над которой мы с моим мужем Алексеем работаем сейчас. В предыдущем видео я рассказывала о том, как все начиналось. От идеи до первого прототипа в 2D, а потом перехода в 3D и смену движка. Так что обязательно посмотрите его. Итак, напоминаю о том, что сюжет в игре довольно простой. Девочка по имени Магнолия играет в прятки со своей подругой Рут. И задача игрока как раз заключается в том, чтобы найти Рут, спрятавшуюся где-то на локации. За прошедшее время наша работа довольно заметно продвинулась. Например, Алексей написал две самые главные игровые механики – поиск Рут и взаимодействие с предметами. И сейчас я расскажу о том, как это работает в игре. У объекта есть область взаимодействия, и когда Магнолия заходит в эту область подсвечивается. У игрока есть возможность нажать на кнопку, и тогда появится фраза. Обычно Магнолия говорит свои мысли или замечания о данном предмете, делится с игроком информацией о мире. Эффект выделения области я делала сама, и мне очень нравится то, как он выглядит. Изначально я ориентировалась на то, как подобного рода подсветка выполнена в игре Genshin Impact. Но в случае Геншина сразу становится понятно, с каким объектом игрок может взаимодействовать, а с каким нет. А моя геймдизайнерская задумка заключалась именно в том, чтобы игрок изучал локацию и участвовал в поиске. Поэтому я решила остановиться на области, которая подсвечивается при пересечении. Поиск Рут работает примерно так же. У Рут есть список мест, в которых она может прятаться. И в начале игры она выбирает для пряток одно из них. Игрок и Магнолия точно так же могут взаимодействовать с этими местами. И если Рут спряталась именно там, то после взаимодействия она появляется рядом, и после небольшой заставки игра заканчивается. Если же Рут в этом месте нет, то Магнолия просто сообщает эту информацию игроку. После добавления Рут в игру я продолжила работать над наполнением локаций. В самом начале стартовая локация Магнолии у дома выглядела довольно пустой. И мы думали о том, что нам следует сократить расстояние, чтобы было не так скучно ходить от края до края. Но постепенно, когда двор домика заполнился разными предметами, стало намного интереснее. Так во дворе у Магнолии появилась поленница и небольшой сарай. Их я сделала довольно быстро. Но настоящей гордостью для меня стал мой огород. Точнее, огород у домика Магнолии. Я получила просто огромное удовольствие, работая над ним. Текстуры для капустных листьев и всей зелени я нарисовала на iPad, а потом просто собирала модельки из плашек в блендере. Об этом мне бы хотелось рассказать вам поподробнее. Началось все с кустов. Деревья для игры я сгенерировала в специальной программе, а вот кусты сделала вручную. Без материалов кусты выглядят как нагромождение серых прямоугольников. Эти прямоугольники представляют из себя простые квадратные полигоны, а с примененными материалами это все выглядит довольно выгодно и красиво. Из-за этого моделька кустов получается малополигональной, а это хорошо сказывается на производительности в игре. В общем, куда ни посмотри, одни плюсы. И вот, применяя полученные знания, я много пробую и экспериментирую. Особенно мне нравится использовать альфа-карты. Имея изначальную текстуру, ее довольно легко генерировать в фотошопе. И при добавлении она дает довольно большой простор для творчества. С помощью плашек и альфа-карт для прозрачности я сделала капусту и всю зелень для огорода. Еще мне очень нравится то, что в Unreal есть ветер для материалов прямо из коробки. Я добавила его для зелени и получила просто отличный результат. Теперь овощи стройными рядами расположились на грядках. Для всех овощей, кстати, я сделала вторую версию, без зелени. Ее я тоже планирую использовать в игре. Сейчас я работаю над цветами для игры, и мне очень нравится то, что у меня получается. Я и раньше знала про эту технику, видела, что ее очень часто используют в разных играх. Но попробовать сама никак не решалась. Мне казалось, что это очень сложно, и что у меня будет очень небольшой контроль над массой из полигонов. Но сейчас, попробовав, я понимаю, что эта техника лучше всего совмещает в себе мои навыки 2D и 3D художника. Работая над проектом,
Постоянно хочется приструнить своего внутреннего перфекциониста. Делая модели и смотря на них через время, иногда хочется вернуться и переделать их с уже имеющимися навыками. В этом плане хорошо иметь в команде второго человека, особенно такого, как Алексей, который всегда подскажет и поможет, посмотрит на работу свежим взглядом и скажет: эта работа выполнена хорошо, этого достаточно. А лучшее, как известно, враг хорошего. Я очень боюсь затянуть с созданием моделек, ведь изначально этот проект планируется небольшим по размеру. Поэтому я стараюсь тратить не особо много времени на каждую модельку. Но также все хочется сделать на приличном уровне, чтобы было не стыдно показать людям то, что у меня получилось. Поэтому часто я себя утешаю тем, что те модельки, которые я делаю сейчас, можно с легкостью перенести в наш следующий проект и двигаюсь в своем темпе. Также мне очень хотелось поближе познакомиться с системой искусственного интеллекта. В предыдущем проекте про Сырну Алексей уже занимался созданием поведения у NPC, но в тот раз я видела только итог. И на этот раз захотелось узнать, как это все работает на практике. Поэтому я сделала вот таких вот слаймов. Делала я их по туториалу из интернета, но в процессе создания все равно пришлось просить помощи и спрашивать совета у Лёши. Мне очень нравится то, как они выглядят в итоге. Получились такие веселые малыши-кругляши. Поведение у них самое простое. Они время от времени передвигаются по локации прыжками. Я все еще думаю, буду ли добавлять их в игру. Скорее всего, нет. Но один из слаймов в данный момент прыгает по двору Магнолии. Сама работа с системой мне очень понравилась. Думаю, если будет свободное время, было бы очень интересно сделать каких-нибудь животных с помощью этой системы. Еще мы наконец-то привели в порядок общий вид проекта в Unreal. И это было сопряжено с некоторыми трудностями. С одной стороны, когда начинаешь новый проект, ты не знаешь, как он будет выглядеть в конце. Поэтому легче просто создавать папки и накидывать в них модельки и материалы. Что-то работает не сразу. У каких-то моделек не подгружаются текстуры. Ты пробуешь снова и снова. И с второй и третьей попытки все работает. Но к этому моменту у тебя уже накапливается некоторое количество папок, которые называются примерно тест 1, тест 3, тест 5, деревья работают, деревья правильные карты и так далее. Так что, только поработав некоторое время, становится понятно, какой именно порядок тебе требуется. Понятно, какие виды и подвиды ресурсов будут в проекте, и как их нужно объединять и сортировать по папкам. Я твердо решила навести порядок в папках проекта, с учетом того, что весь беспорядок пришелся как раз на мою часть работы. И приступив, я обнаружила удивительную вещь. Когда меняешь имя папки в Unreal, он не переименовывает эту папку в стандартном понимании, а создает ее копию. То есть первая папка с неправильным именем остается на месте, и теперь их просто две. И, естественно, все ресурсы из этой папки Unreal зачем-то копирует. И если удалять папку с неправильным именем и файлы, которые лежали в ней уже задействованы в проекте, из проекта они, конечно же, удаляются. Это, конечно, ожидаемо, но очень неудобно. Еще пару раз возникал такой баг, когда папку из движка вроде бы удалили, а в файлах проекта она осталась. Приходилось возвращаться в файлы проекта и подчищать там все еще раз. Эти проблемы, конечно, очень мешали выполнению задачи и пару раз поломали уже работающие штуки в игре. Но нам удалось все починить и вернуть проекту аккуратный вид. Вот как-то так идут наши дела. Впереди еще очень много работы. В ближайшее время у нас в планах сделать главное меню и настройки графики к нему, а также продолжить наполнять локацию разными моделями. Пожелайте нам удачи в разработке. А на этом все. Всем спасибо за просмотр и увидимся в новых моих видео.